Приветствую вас снова на канале APG Beauty Академия. Меня зовут Алена Маслова, и я преподаватель Академии. Сегодня у нас тема окрашивания корней, и я вам покажу, как это делать правильно, детали, подробности. Смотрите видео. Модель Ирина. Сегодня мы будем окрашивать корни в цвет теплых оттенков. Также у нас есть седина, которая должна окрашиваться с составом, в который входит натуральный ряд. Соответственно, мы сегодня будем использовать выбранный оттенок 837. По правилам, чтобы окрасить седину, мы должны добавить натуральный ряд, и это 8.0. М77 для придания сочности оттенку, 77 это коричневый микстон. Окрашиваем мы седину на 6% окислителе. Для того, чтобы начать окрашивание, вам понадобятся перчатки обязательно, расческа для того, чтобы разделить зоны, зафиксировать зоны зажимами, а также кисть и мисочка. Начинаем смешивать. Сегодня работаем красителем Cassia бренда Demira Professional. Смешиваем 837, 8.0, М77. Начинаем готовить коктейль. 30 грамм 837 и столько же добавлю 6% окислителя. Мы смешивание делаем одной кисточкой, размешиваем состав, а наносить на волосы мы будем чистой кистью. Перед окрашиванием мы делим голову на 4 зоны. Пробором от уха до уха, а также центральным пробором по середине головы, от лба до затылка. Начинаем наносить краситель именно на разделение, на зоны разделения. Как мы набираем? Краситель набираем ровно столько, сколько нам нужно нанести на прикорневую часть. У меня прикорневая часть отросшая на 1,5 сантиметра, соответственно, столько же я набрала на кисть. Кисть должна быть чистой. Начинаем наносить на зоны разделения. Дальше к затылку, центральным пробором делим затылочную часть на левую и правую. Вы видите, как я набираю очень мало, то есть не пачкая всю кисть, а только ровно столько, сколько мне нужно для нанесения. Краситель нужно не впечатывать, а наносить, то есть мы с вами просто дотрагиваемся и оставляем краситель на полотне. Следующие наши проборы. Опять-таки, когда я набираю кистью, я не макаю всю кисть в мисочку, я просто набираю, чтобы оставалась здесь такая горка. Эту горку, я как раз и накладываю на зону отросших корней. Волосы должны купаться в красителе. После зон разделения наносим по краевой линии, тем самым полностью четко отделяя все 4 зоны друг от друга и по краевой. Набираю и наношу на краевую. Удобнее будет уже отсюда, со стороны лба. Мы видим здесь маленькие волосинки, которые могут не попасть в окрашивание, но мы должны их обязательно прокрасить. То есть контролируем каждую из этих волосинок. Мы нанесли полностью по краям 4 зон. Теперь начинаем работать. И начинаем работать мы с теменной зоны. Тонкими слайсами отделяем прядки, наносим на прикорневую часть и перекладываем.
Накладываем ровно на ту зону, где натуральные волосы. Так как у нас седина сосредоточена на теменной зоне, начало было с теменной зоны. Продолжаем затылочный. Сверху оттягиваем прядь, наносим на оттянутую прядь, дальше оттягиваем следующую прядь вниз и наносим на нижнюю прядь. Так движемся к нижней части затылка. После окончания нанесения состава на прикорневую часть мы обязательно должны вернуться к окантовке. Окантовку нужно проверить и вытереть лишнее. Если где-то остались пропущенные волоски, мы обязательно их еще раз прорабатываем. Мы завершили нанесение красителя. Окрашивается седина 45 минут. Соответственно, мы можем сейчас вернуться к вопросу, почему я выбрала именно такие оттенки для окрашивания. Мою модель зовут Ирина, и у нее 10-15% седины, и вся седина расположена на теменной зоне. Ее натуральная база 6.0, потому наш выбор остановились при выборе на 8.37 и 8.0 с Никстоном М77. Краситель Cassia бренда Demira Professional. На 45 минут мы оставляем краситель на голове. Уже прошло 45 минут, время выдержки окрашивания корней. После этого мы идем смывать состав с волос. Мы это будем делать шампунем Color Stop, масочкой Color Stop. И производить тонирование оставшихся концов следующим составом я буду брать 9.0. Также я буду добавлять туда М77. Смешаю с окислителем 1.9 и добавлю шампунь No Yellow. Это будет тонирование в технике Spa Color. Итак, для Spa Color я взяла следующие оттенки: 9.0, 13 грамм, 2 грамма М77, 15 грамм 1,9% окислителя и 15 грамм шампунь No Yellow. Итак, мы смыли корни шампунем Color Stop без маски пока. И начинаем наносить состав для Spa Color на кончики. Это удобно делать в мойке. В состав входит шампунь, вы видите, как эмульгируется замечательно. Наносим на все концы. Так как волосы не длинные, очень удобно наносить в мойку. Наносить, эмульгировать. Эмульгировать буду в течение 15 минут, далее смою. Итак, мы смыли тонирование, шампунь Color Stop, маска Color Stop. Сейчас будем производить сушку. Сейчас мы будем сушить волосы. Мы закончили окрашивание седины оттенками 8.0, 8.37, а также М77. Можем посмотреть результат. Замечательно плотное прокрашивание корней, вы видите. И с переходом, плавным переходом в светлые прядки, которые ранее были мелированы, и мы на них нанесли оттенок 9.0 и М77. Модели нравится? Очень. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, также нажимайте на колокольчик, чтобы увидеть новинки видео. Дальше смотрите следующее видео и оставайтесь с нами.